Что делаешь? Третий день. Мы заказываем такси. Это не шутки. Да, не хотят ни в какую ехать. Мы хотим сейчас поехать к обезьянкам посмотреть, потому что на море уже Обгорели. обгорели. Владик немножко красненький. Да, Вот. сейчас доедем до обезьян. Будем снимать без микрофонов, потому что мы уже знаем, что обезьяны любят мелкие вещи воровать. Как видите, в начале обезьяны такие избалованные, они даже не берут бананы, потому что закормленные. Дальше обезьянки уже более приветливые, берут бананы из рук, аккуратно чистят, кушают. А обезьянки здесь своенравные, они привыкли к людям, но все равно со своим таким характером. Хватают все, что у тебя может повиснуть, там, допустим, за браслеты берут, за веревочки какие-нибудь, вот за ручку сумки могут ухватить. Они воруют еще воду у людей, потом выливают ее, пьют и играют этими бутылками. В общем, лучше им ничего не давать, просто покормить бананами, которые продаются на входе. Гора обезьян находится в 2-3 километрах от центра Пхукета, главного города на острове. Это место стало популярным благодаря растущей популяции макак, облюбовавших гору и парк на ее склонах. Дорожки здесь достаточно крутые и такой затяжной подъем. Прежде всего сюда едут, чтобы сфотографироваться с макаками и покормить их. Больше всего этих обезьянок радует, конечно же, угощение. На входе продаются очень много бананов и различных фруктов, которыми вы можете их накормить. Макак поить не нужно. Если к вам потянулись за водой, можете не отдавать бутылку. У них есть свои поилки, но если она все-таки отобрала, это будет просто ее игрушка. Вода выльется, а макака будет играть с этой бутылкой. Вот вам наглядный пример. Конечно же, не стоит забывать о безопасности во время посещения данного парка. Чтобы избежать неприятностей во время общения с обезьянами, нужно соблюдать несложные правила. Первое. Блестящие предметы, вроде ключей, телефонов, украшений и очков, лучше спрятать заранее, так как телефоны макаки любят использовать в качестве зеркала, а остальное как игрушки. Схватят, убегут, вы их потом не догоните. Они очень ловкие и быстрые. С тем же самым связано и оставление вещей на байке. Тоже тщательно все спрячьте, иначе пока вы гуляете, ваших вещей уже потом не будет. И обязательно не смотрите в глаза и не улыбайтесь, не показывайте им зубы. Они это воспринимают как агрессию. Лен, сколько мы уже прошли? А я не знаю, сколько у нас вообще подъем-то. У тебя тяжело было? Да, но он такой затяжной и душно очень. Мы прям все мокренькие. Ну, тенек есть, да? Да, обезьяна меня за юбку уже схватила. Наметилась в моей сумке. Игоря за телефон, по-моему, она схватила, который лежит в кармане, да? Как-то так за ногу. Посмотрела. Еду искала. Им надо. Они нуждаются, видимо, в еде, в телефонах. Они заряжать их еще просто не научились, Да, поэтому... надо сверху вниз спускаться, а так... Алло! Где там Встречаемся? туристы? Да, встречаемся там, где сегодня горячая точка. Иду за бананами. Координация. Да. Что ты? Поднимаемся. Уклон достаточно большой. Сюда на мопедах уже не ездят. Только пешочком.
Сейчас дойдем до обезьян Негов королевства. До босса. До босса, да. Ну, вид через деревья открывается красивый. Сегодня тучки, как через телефон, плохо передает. Там красиво, морешко видно. Кстати, обезьяны не всегда такие спокойные. Мы были свидетелями, как самцы делили территорию. Это немножко даже пугающе. В общем, будьте осторожны. Время от времени на нашем пути встречаются такие замечательные смотровые площадки. Еще бы водичка тут стояла. Да, откуда видно весь, в принципе, город. Достаточно шумный, да, такой? Да, улик. Мы в поисках уже воды, душно, хочется прямо искупаться. Пойдем. И вот, мы дошли до конца маршрута. Что нас в конце маршрута ждет? Котики. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вон сидят, разговаривают на своем тайском. Как котики. Это, конечно, неожиданно увидеть в конце маршрута этой дороги вышку сотовой связи, да. Ни одной обезьяны. Но зато вид красивый вид на острова. В общем итоге по обезьянкам они такие достаточно нагловатые. Если у тебя в руках есть еда, они у тебя ее заберут. Воду тоже забирают, по карманам могут залезть. Вот, так что можно с ними построже. Интонации они понимают, что нельзя, ну, и они отходят. Так что как-то пугаются. Пытаемся заказать такси и поедем к слонам. Мы доехали на слоновью ферму. Ну Сейчас что? будем покупать входные билеты. Мы пришли, да, на Elephant Place. Elephant Hub он еще называется. Только непонятно, куда идти, потому что сейчас еще будем вот разбираться. Сюда, наверное, да? Попробуем. Да. Говорит, нам туда. Пойдем. Пойдем. Так, экскурсии здесь есть. Можно кормить, купать за 2 900 тысяч бат. Полдня. Сколько это часов? Полдня. Да. Вот их помыть 2000 бат. Тут 1 час у нас будет. Здесь будем можно кормить. Вот. 1 дринк.
здесь 6000 бат. Видимо, все включено. Вау, да. Обширная Прогулки такая со экскурсия слонами. будет. Он даже кто-то медитирует. Фотографирование в среде. Здесь кататься на слонах нельзя. Мы берем ознакомительную за 900 бат. Вот что в неё входит? Да, мы зайдем туда, в заповедник, покормим слонов, то есть сами будем готовить, и нам дадут напиток. Вот описание: взрослый, детский, продолжительность 1 час. Все, Пойдем кормить слонов. огонь. Доставай деньги. Плати бабло. Да, на всегда. Плати деньги. Тут что-то заполняем. Вот 2000. Сойдем. Здесь ты можешь выпить бесплатный напиток, который твой тикет тебе дает. Да. Это она нам это объясняла. Да. И в 2 часа начнется запуск нас. Начало экскурсии. Да, туда. Чай со льдом О, давайте. А тебе какой? тоже. Как оказалось, экскурсия собралась раньше, экскурсовод всех увел, так как нам начали делать напитки, Влад остался ждать, когда их приготовят. Я пошла догонять экскурсию. Вдоль забора наклеено очень много плакатов, на которых написано, что это заповедник, здесь берегут, заботятся о слонах, никакого катания здесь не приветствуется, только любовь. На территории есть слоны, которые стоят в загоне, и есть слоны со смотрящими, которые за ними наблюдают, кормят, следят за их поведением. В общем, сейчас будем их кормить и слушать информацию об азиатских слонах. Влад получил наши напитки. Очень крутой коктейль какой-то. Холодный чай. Да. И мы нашли слоников. Все, да. Тут каждый, можно так сказать, каждый плакат гласит, что не надо кататься на слонах. Это очень им вредит. Лучше их потрогать, поговорить с ними, пообщаться. Покормить, поухаживать, да. помыть. Посмотреть, как они моются. Помыть, но не надо кататься на них. Вот. Я и слон. Как тебе, слоник? Как дела? Ищет самый вкусный кусочек. Ну и как? У них такая грубая щетина, а вот вокруг рта, на носу прям такие щетинки. Еще он постоянно что-то вынюхивает хоботком. Да, на нас тоже его направил. Может быть, он на напиток среагировал. Понюхал чай. Да. И так они сейчас кушают. Пойдешь трогать его? Его можно? Не знаю. Вау, какой ты мощный. Оу. Такой гигантский. Да, он слушается его. Это девушка. Какие ножки у него мощные. О, целую съест? Зай, смотри, записывай. Смотри, целый арбуз. Будешь? Ну-ка, показывай фокус. Отойди, а то он лопнет и на тебя брызги А, полетят. да ну ты чё? Ау! Так и есть. Опа! Господи, какое приспособление для еды.
Ведь он не видит, как он кладет. Он так чувствует все четко. Язык. Классно. Угу. Че, пойдем? Угу. Круто, ты такой ходишь с коктейльчиками рядом со слонами. Они такие мощные. Вот, ну, конечно, камера не передаст. У них очень мощные ноги. Кто-то поврежден. Прям вообще у них даже шишки на ногах беленькие. Ну вот их, наверное, трогать нельзя. У этого голова какая-то человеческая, не знаю. Че? Какая-то голова человеческая, видишь? Да. Не как у типичных слонов. Супер большой. Да. Привет. В Таиланде обитает азиатский слон, либо его еще называют индийским слоном. Крупнее этого слона только африканский. У африканского посветлее кожа, больше уши и сам он по габаритам больше. У азиатского слона рост 2,5-3,5 метра. Самка весит 2,5 тонны в среднем, самец 4,5 тонны. Почему в Таиланде много заповедников именно со слонами? Потому что этот вид, он является вымирающим, поэтому стараются его сохранить, и туристы, конечно же, в этом помогают, внося свой вклад финансовый. Дело в том, что у слонов 6 раз на протяжении жизни меняются зубы. И когда у слона вырастают зубы к 40 годам последние, и он их изнашивает, в дальнейшем в дикой природе он просто умирает от голода, потому что еда зачастую она твердая, и от истощения он уже погибает. Здесь же в заповеднике им специально есть беззубики. Представляете, им 79 лет одному слону, второму 60. Как долго они прожили. Вот как раз таки показывает экскурсовод, этому слону 79 лет. Им чистят арбузики, очищая кожуру, и дают им кушать. Еда, которая упала на землю, ее выбрасывают. То есть им дают чистую еду, и с пола ее поднимать нельзя. Еще одна особенность азиатских слонов: у них есть пигментация на хоботе и на ушках. Вот, а теперь мы попробуем сами покормить этих слоников. О, скушал. Сейчас еще один дам. Этому другое. Пойдем вот этому дадим. Этому надо У кого-то из них зубы есть, а у кого-то нету. Все, поняла. У тех вот А вот двоих эти слева, почему? Да, вот у эти них вот нету зубов. 60 лет, 70 лет, и Да. у них все очищено. Будешь? Прикольно. Пойдем покормим тех других. Пойдем? Еще тебе надо? Давай. Не Нельзя надо. с пола? Да. Давай. Сейчас никого нет. А ты через этот не можешь? На. Оп. Старушечка. Сейчас еще принесу. Как классно. Пожалуйста. У них бивней даже нету. Оп. Здорово. Там готовят арбузики для слонов. Очень острый нож. Этот слон нас поразил. Он какой-то такой необычный по мордочке своей. Вот эти старушечки беззубые. Эти помоложе есть зубки.
Эти слоны меньше 3 метров, а африканские слоны больше 3 метров по высоте. Вот видите, соизмеримо с человеком. Вот самый крупный это вот этот вот второй, вот трубочкой указываю, который нам больше всех понравился. Это По-моему, он человеческий. 76 лет, если я не ошибаюсь, ему. Ну там все старички. Ага. А у этих у всех зубы есть, они едят нормально. Ну да, цель и миссия этого заведения донести до людей, что надо защищать слонов. Не надо покупать слоновую кость, слоновую кожу и вот эти вот все составляющие слона, потому что они как раз-таки провоцируют браконьеров, контрабандистов заниматься этим. Если этого никто не будет покупать, то слоны будут жить спокойно. Цель этого места – донести до людей, что слонов надо охранять и оберегать. Заботятся они. Заботятся Здесь прям они. столько любви, столько внимания им. Бесконечно там нарезают арбузы, делают рис с манго, кормят их, моют, ухаживают за ними. Здесь они излюбленные. Очень классно, когда ты можешь столь крупному животному подойти спокойненько, погладить его, пообщаться с ним. Покормить, Чем вот- потрогать. Да. Они так носиками своими дышат, от них пахнет арбузом. Ну это вообще очень круто, таких мест должно быть больше. И классно, классно. И да, не катайтесь на слонах. Не надо. катайтесь, Это место да. как раз лучше. На каждом лучше сюда. плакате написано не кататься, только любить. Ну как тебе? Thank you. О, он такой хорошенький, позирует. Но здесь они еще и денежку зарабатывают. Вот рядом фотографы, он фотографирует, скорее всего, будут фотографии эти продавать. Все равно, ну, как бы коммерция работает. Ну как, за счет чего это место должно содержаться? Да. Конечно. Туристы приходят, вносят, ну, вот самая минимальная, да, экскурсия, это 900 бат. Кормят их, внимание уделяют, там, все равно энергетикой вот этой позитивной обмениваются, гладят их. Вот. Это очень круто. Да. Представьте такое содержать. И я думаю, что это не все слоны, которые здесь есть. Ну да, потому что там же есть еще экскурсия Там на да, помывку. Да. Вот. Какие-то слоны базируются там, где вода, и их моют туристы. Смотри, что делает. Ну все, бьет. Пойдем поближе посмотрим. Парение. Убирает корешки об ногу, ударяя. Я так встану просто рядом. Это звук. Да. Турбина целая. Это вот смотрящий за этим слоном, они обнимались сейчас. Обнимал слона сейчас. Да, на этой экскурсии нам были доступны те слоны, которые стоили. Стоят, мы их кормили. И 3 слона, вот одного уже увели. Они на входе, вот так, со смотрящими. Вон он, 3-й слон. Тоже здесь их кормят. Они самостоятельно едят. А тех слонов допускают кормить туристам. Как тебе общение, Владь? Владь, как общение? Круто. Может, я уже научился на слоновьем говорить. Да? Да, Это как? хорошо. Я вот ему сказал, качайся, он так сказал, хорошо. Хорошо. Я буду качаться. Качается, смотри. Качаюсь. Классные слоны. Оп.
Все подчищают, убирают тут же после кормления. То, что уронили, им не дают обратно кушать. И это нужно выкидывать. Так, слоников ведут на место сейчас. И воспитанные. Зевая. Уводят слонов. Понравилось тебе? Да, круто. Еще бы хотелось услышать, как они трубят. Угу. Трубят они вообще классно. Звонко. Пора идти. Слоники здесь ухоженные, излюбленные. Это радует. Вы получите незабываемые впечатления после контакта с такими гигантами. Все, пока-пока. Наши друзья поделились с нами чудесными кадрами. Они были в другом заповеднике. Здесь наглядно видно, как купаются слоны. Сейчас он вынырнет из-под воды, задерживают они очень надолго дыхание. Вот. Также слоны любят не только купаться, но и обкидывать себя пылью и грязью. Это необходимо им для того, чтобы защититься от насекомых. Ну и, конечно же, они обкидывают себя грязью, а потом моются, а также привлекают людей, чтобы они их мыли. В общем, такой круговорот в Таиланде, связанный со слонами. А сейчас послушаем, как же они трубят. Вот это звуки. Обязательно посмотри выпуск про пляжи, которые мы посетили. Мы были на Януи-Бич, Фридом-Бич, пляж Сурин, пляж Аосейн. Они все разные, где-то спокойные, где-то очень много коралл, можно поплавать с маской, поснимать подводный мир. В общем, было очень красиво. Рекомендуем. Здесь в верхнем уголочке будет ссылка. Переходи, подписывайся, ставь колокольчик. Мы стараемся нести вам пользу и информацию.